Всем привет! Сегодня у нас небольшое расследование и небольшое путешествие в прошлое. Все будет вокруг вот этого семейства, вернее вокруг родителей. А также мы с вами увидим другое семейство. Это у нас Максим и Маша. А почему я вдруг про них вспомнил? Вот мы зимой кормили их из ведра. Я их вспомнил в связи с дракой, которая произошла у нас не так давно. Вы наверняка смотрели на канале 2 ролика, когда наших лебедей попытались с участка прогнать. Вот пришел такой агрессор, была драка, я их разнял в итоге, восстановил статус-кво. И вопрос был, кто же приходил на разборку. Я предположил, что это может быть Максим. Вот смотрите, зима началась, озеро замерзло, и голубь с голубкой, и тогда 6 птенцов выводка 2020 года ходили к нам в гости. Думаю, надо подписаться. Так продолжалось некоторое время, а потом озеро замерзло полностью. Вот была такая картинка. И наши голубь с голубкой и их 6 птенцов куда-то делись. Я сначала предположил, что они улетели на юг, но нет, они улетали на речку Драу, которая не замерзает. Вот смотрите, лед вполне серьезный, это я с пирса проверяю. Соответственно, я полетал, поискал семейство, их не было. Потом уже я понял, что они на речке Драу были. Но, как известно, свято место пусто не бывает. И как-то утром, на второй день после пропажи семейства, я опять увидел лебедей. Но в этот раз это были уже Маша и Максим. Это молодая пара. Они вывели этой весной своих первых птенцов. А тогда они пришли к нам. У нас технология отработана на случай такого ледяного кормления. Ведро, теплая вода, и туда насыпаем корм. То есть они все это прекрасно знают. И для них это возможность подкормиться. Сначала, естественно, Максим. У них патриархат такой жесточайший. Пока муж не наестся, она вот только шею вытягивает, бедняжка. А дело в том, что у них вот тогда еды не было вообще никакой. Вода замерзла, озеро замерзло, то есть водоросли, моллюски, все это стало недоступно. А на берегу снег, то есть трава тоже под снегом. И у них была проблема, их надо было подкармливать. Это я с Арчиком. Опять же, ввиду того, что все заледенело, Арчик и Анфиса, наши котята, они смогли просто по льду уходить куда угодно. Котенок же он идет, вот пока в забор не уткнется, он идет. И Арчик так шел, потом участка за 2 зайдет. Поэтому мы с ними гуляли на длинном поводке, 8-метровая рулетка. Это Максим пошел гнать Арчика и допустил наконец-то до ведра и Машу. Маша тоже с удовольствием перекусывает. Вот она такая красивая, смотрите, какая красивая. Такая тонкая, звонкая. В общем, вот эта парочка к нам ходила неделю. То есть они приходили, мы им давали вот этот в ведерке корм, и как-то они вот это трудное время переживали. Это озеро полностью замерзшее стояло совсем недолго, то есть около недели, потом в разных частях озера стали появляться проталины, и им стало проще. А это я с Анфисией. Анфисия решила погулять. 8-метровая рулетка, она дает достаточно большую степень свободы. Она пошла. Надо понимать, это кадры вот этой зимы. Да, они уже были когда-то включены в разные ролики. Вы могли какие-то кадры видеть, но очень много тех, кто недавно подписался, кто вот этого всего не смотрел. Я за ней пошел. Надо же с кошечкой ходить. При этом не учел, что там, где вот этот тростник, там лед, несмотря на то, что да, должно по идее все промерзнуть, там мелко, но должно все промерзнуть до дна.
Но там, где тростник, там воздух попадает, и там лед не очень прочный. Ну, вот сейчас, тем более, что у меня в руках телефон, я снимаю, мне же вот надо запечатлевать. Ну, естественно, вот, оп, готово. Чуть не навернулся. Ну, хорошо, что не упал, ногу там не сломал. Но я, так сказать, случайно проделал вот такую лунку. Вот. И потом произошло интересное. Вот эта случайность дала развитие целому большому сюжету. Смотрите, Максим заинтересовался лункой, подошел к ней и стал пить воду. Вот. И он очень довольный. О, говорит, настоящая вода озерная, не то, что ваша, говорит, там хлорированная, водопроводная. Не, говорит, вот самое то озерное. И это мне подсказало, что, а почему бы не пробить им такую же лунку рядом с пирсом? И тогда можно будет поставить кормушку для обычного такого корма, там кукуруза, пшеница перетертые. Мы мешками покупали зимой для них. Вот смотрите, то есть он с удовольствием увлекся и из этой лунки пьет воду. Потом подойдет Маша, Маша тоже станет в очередь, вот, займет очередь на водопой. Соответственно, я решил проделать лунку, а потом, через некоторое время, будет следующий шаг. Я им сделаю прорубь. Вот смотрите, стоит очередь, Маша вот дожидается, когда ее к лунке подпустят. А потом я сделал прорубь, мы ее увидим в конце ролика, но эта прорубь была, вокруг нее просто развивались там, это было круто, это настоящее спа лебединое было, такое зимнее. Вот. Ну, когда я на это все посмотрел, я побежал за кувалдой, вот. У меня есть кувалда, и быстренько проделал прорубь рядом с пирсом, мы ее сейчас увидим. Вообще лебедь удивительная, конечно, птица. Вот такие суровые условия переносит. Как получается, я не знаю. Ну, очень такое выносливое существо просто. Ну вот смотрите, лунку я проделал, лед где-то сантиметров 5-6. Ну, такой уже достаточно. Вот. Я потом эту лунку поутру приходил своей палкой, так сказать, пробивал. И у них всегда была вода. И вот поставил кормушку, в которой уже насыпались вот эти перетертые злаковые, кукуруза. Это специальный корм для гусей и уток. Просто покупал мешками. Мы заказывали. И потом, когда кормилось все семейство, там 2 голубь-голубка и 6 птенцов, 8 взрослых, ну, на них там уходили. Мешок улетал за пару дней, там сказать, запросто. Но зимой законом разрешено зимой подкармливать, и призывают жителей местных, призывают зимой подкармливать птиц, потому что многие не улетают. Ну, просто замерзшее, вот так замерзшее озеро, это очень редкое событие. Здесь вот на нашей памяти один раз было, чтобы озеро вот так замерзало, и вот это второй раз. Ну, то есть это редко случается, поэтому вполне утки прилетают, утки к нам на озеро прилетают зимовать. То есть они не летят дальше. Но в этом году была вот зима 20-21 была просто аномально холодная. И довольно долго продержался лед. Вот смотрите, он даже такими узорами был. Очень красиво. Короче, неделя пролетела как один день. Маша с Максимом у нас, там сказать, навещали нас. А потом вернулось семейство голубей. То есть они побыли там на речке Драу и решили вернуться. Ну, вернулись. Вот это из проруби, из лунки пьет уже голубь. Вот. Голубь обнаружил лунку, был доволен. Вот это голубка, а за спиной идет вот такая армия клонов. 6 клонов идут. Ну, соответственно, они поселились у нас. Вот я им сделал прорубь. И я предполагаю, что разборка, которая была, которую вы увидели, про которую на канале, на YouTube-канале Аксель Франк есть ролики, это была разборка как раз между голубем и Максимом. А Максим с Машей, я думаю, вывели птенцов. Так что, я думаю, мы их еще увидим. История вот этих отношений будет продолжаться.
Я надеюсь, обойдется без конфликтов. На этом все. Желаю вам хорошего настроения, здоровья и успехов. А вам пока-пока.